Всем привет! Вот два кулера, которые были найдены. Залман хорошие, с виброкрепежом. Но у одного провод вырван полностью под корень, у второго провод еще остался. Трехпиновые. Но мы из трехпиновых сделаем двухпиновые, обычные, простенькие. Этот вообще вот не крутится. Вот. Все, с трудом. Усилием прям. Этот крутится, но дребезжание. Попробуем их восстановить. Это все говорят, не восстанавливается, не восстанавливается. До кучи пущу этот старенький. Тоже без проводов. Тоже восстановим. Начинаем. Все, я разобрал. Тут какая-то шайбочка одна сломанная, треснутая. Все, снято. Магнит такой хороший, добротный, меди много. Только о меди думаю, да? Все, надо это помыть, почистить. И промыть обязательно 646 растворителем, либо бензином галоша, чтобы убрать старую смазку до конца. Все, я разобрал предварительно 3 вентилятора, 3 кулера, для того, чтобы не забивать, как бы говоря, ваше время. Все, сейчас эти 3 вентилятора я для начала вытру, протру. Вообще их можно помыть под водой и высушить. Главное высушить хорошо, им ничего не будет. Но я в пределах стола, как бы говоря, влажными салфетками и кисточкой. Все, вымою, ну, зубной щеточкой потру. И мы сейчас увидим их почище. Все, я почистил. Вот, чистенький, прозрачный снова стал. Единственное, пластик от времени уже подпортился. Очень много волос было здесь и вот и в этом. Вот он, чистенький. Здесь нету одного скользящего, ну, скользящей прокладки. Это вообще чистенький. Тут и прокладка, и все есть. Но обратная была сломана. Сейчас начну проверять, собирать обратно. Начну с маленького, потому что у него есть явные контакты, которым подключать плюс и минус. Поэтому сейчас дочищу подшипник, промою над емкостью 646 растворителем и заново смажу силиконовой смазкой. Если он сильно люфтит, тогда добавлю еще литола. Ну, возможно, дешевый силиконовый. Вот она пожиже, но тоже силиконовая. Все, маленький собрал. Чистенький, крутится хорошо, а не как раньше. Теперь самое интересное — собрать систему ниппель, чтобы все заработало. Все, систему ниппеля я собрал, провода накрутил. Блок питания единственное на 15 ампер. Вот, 15 ампер, 15 вольт. А нет, 12 вольт. Но это не страшно. Включаем провода. Работает чистенький, с красненькой подсветкой. Это очень удачно, что подсветка красненькая. А мне скоро пригодится. Собираем дальше. Следующий. Потому что есть провода для проверки. А того проводов нету вообще. Их придется сейчас напаивать. Все, крутится. Все, стол почистил. Сейчас проверю работу последнего кулера. Вентилятора Карлосона. Я еще не проверял. У него были провода под корень выдернуты. О, как хорошо дует. Что не от 12 вольт, а от 15 вольт. Я хочу сказать, он не шумит. Ну вот и все. Все 3 вентилятора работают. Вот, я провода держу. Подсоединил. Все хорошо, исправно работает. Они были сломанные, грязные. Вот этот не крутился вообще. Этот крутился с шумами, с люфтами. Все идеально. То есть любой кулер, если он не сгорел, можно восстановить. Все работает, все исправно, все хорошо. Тут наклейка нормально, сохранилась, приклеилась обратно. Она держит, что заглушку вот такую резиновую. От этих двух вентиляторов наклейка всего одна от этого. И то свои свойства она давно потеряла. Такое часто бывает даже при обслуживании вентиляторов. Как я выхожу из ситуации? Я беру просто алюминиевый скотч, подходящий по диаметру беру окружность. В данном случае это крышка. Обвожу, обрезаю и наклеиваю. Конечно, жалко, что здесь нету заглушки, но придется как-то без нее. Вот и все. Полностью готовы. Исправные вентиляторы выглядят вот так вот. Все крутится. Все работает.
И есть импровизированные наклейки, которые полностью все закрывают. Как-то так. Спасибо за внимание. Буду приятно рад лайку и подписке.